Вечный двигатель Perpetuum mobile – это воображаемая машина, которая, будучи распущена в ход, совершила бы работу неограниченно долгое время, не заимствуя энергии извне. Возможность работы такой машины неограниченное время означала бы получение энергии из ничего. Создать вечный двигатель мечтали не только обычные ремесленники, но и некоторые крупные ученые своего времени, так как тогда не существовало принципиального научного запрета на создание такого устройства. Невозможность получения дополнительной работы из ничего была твердо обоснована лишь созданием и утверждением как всеобщего и одного из самых фундаментальных законов природы – закона сохранения энергии. Последним штрихом стала специальная теория относительности Альберта Эйнштейна. Но существовала и другая общая идея вечного двигателя, которая не противоречила закону сохранения энергии. Огромная тепловая энергия сосредоточена, допустим, в океане. Если отбирать у океана энергию за счет понижения его температуры, то этой энергии хватит на то, чтобы поддерживать работу корабельного двигателя или создавать в море электростанции. Однако оказалось, что никак не удается сделать так, чтобы энергия от более холодного тела перешла к более горячему. Уильям Томпсон, он же Лорд Кельвин, в 1851 году сформулировал принцип невозможности вечного двигателя второго рода. И все-таки вечное движение возможно. По крайней мере, оно не противоречит квантовой механике и первому закону Ньютона. Материальная точка сохраняет состояние покоя или равномерного движения до тех пор, пока внешние воздействия не изменят этого состояния. Некоторые изобретатели пробовали обойти известные законы Вселенной, и эти попытки не прекращаются по сей день. Давайте узнаем, что получилось из этого и как некоторые открытия изменили всю мировую науку. Первый вечный двигатель был придуман почти 9 веков назад. Индийский математик и астроном Бхаскара II предложил крепить к колесу сосуды с ртутью, изогнутые таким образом, чтобы во время вращения она перетекала из одного конца емкости в другой. По его замыслу колесо крутилось бы постоянно. Несбалансированное колесо стало классикой вечного двигателестроения. В XIII веке французский архитектор Вилар де Онекур воспользовался той же схемой, заменив ртуть молоточками. К несчастью, на практике такое колесо найдет точку равновесия и остановится, не сделав даже полного оборота. Леонардо да Винчи тоже заинтересовался идеей вечного двигателя, создал несколько чертежей и объявил о том, что ни один такой аппарат работать не будет. Он критиковал все попытки изобретателей создать очередное волшебное колесо. Вместе с тем Леонардо оставил чертежи водяной мельницы, вращаемой, поднимаемой ею же водой, не снабдив их критическими комментариями. Считал ли он возможным вечный двигатель на воде или нет, неизвестно. Позже увлечение несбалансированными колесами уступило место моде на замкнутые схемы, где устройство А вращает устройство Б, которое двигает устройство А. Философ, астролог и алхимик Марк Антоний Зимара 1460-1523 года, незнакомый с водяной мельницей да Винчи, описал ветряную мельницу, на которую дули огромные меха, приводимые в движение вращением этой самой ветряной мельницы. В XVII веке версией вечного двигателя было водяное колесо Роберта Фладда, которое может молоть зерно, постоянно вращаясь под действием рециркулирующей воды. Фладд назвал его водяным винтом. В 1660 году появились первые гравюры с изображением такой идеи. Стоит ли говорить, что устройство не работало? Если бы эта машина с вечным двигателем заработала, она существенно упростила бы жизнь бесчисленным фермерам. Последний самый яркий период классического вечного двигателестроения пришелся на середину XVIII века, а именно на жизнь часовщика Йоганна Эрнста Элиаса Беслера. В 1712-м Беслер заявил, что овладел секретом вечного движения. По каким-то причинам он конструировал деревянные колеса большими, диаметром около 4 метров. Его кипучая деятельность привлекла интерес ученых. Было решено провести полномасштабный эксперимент. 12 ноября 1717 года в присутствии представителей власти одно из вращающихся колес диаметром 3,5 метра было размещено в комнате замка Вайсенштайн, а все окна и двери наглухо заперты. 2 недели спустя комнату открыли, колесо все еще крутилось.
Тогда помещение было запечатано вплоть до 4 января 1718 года. Год спустя люди вошли в комнату и увидели, что колесо продолжает вращаться с той же самой частотой. Колесо решили проверить еще раз, но Беслер внезапно впал в ярость и разломал свое творение, якобы для того, чтобы другие ученые не смогли украсть его идеи. В 1727 году служанка Беслера заявила, что его механизмы приводились в движение человеком из другой комнаты. Проверить эти показания так и не удалось, но репутация инженера была навсегда подорвана. После этого другой знаменитый лондонский часовщик Джеймс Кокс построил свои часы вечного движения в 1774 году. Документ на 6 страниц пояснял, как часы были созданы на основе механических и философских принципов. Согласно Коксу, работающий от алмаза вечный двигатель часов и пониженное внутреннее трение почти до полного его отсутствия гарантировали, что металлы, из которых сконструированы часы, будут распадаться гораздо медленнее, чем кто-либо когда-либо видел. Заключенное в стекле, которое защищало внутренние рабочие компоненты от пыли, часы работали от перемен в атмосферном давлении. Если ртутный столбик рос или падал внутри часового барометра, движение ртути поворачивало внутренние колесики в том же направлении, частично заводя часы. Если часы заводились постоянно, шестерни выходили из пазов, пока цепь не ослаблялась до определенной точки, после чего все вставало на свои места, и часы снова начинали заводить себя. Еще один часовщик, возможно, вдохновленный изобретениями своих предшественников, Пауль Бауман, основал религиозную секту и придумал машину под названием тестатика, которая может использовать якобы неиспользуемую электрическую энергию и превращать ее в энергию для его религиозного сообщества. По причине закрытости тестатику не удалось целиком и полностью исследовать ученым, хотя машина и стала объектом короткого документального фильма в 1999 году. Было показано немного, но достаточно, чтобы понять, что секта почти боготворит эту сакральную машину. В 1990-х годах болгарский физик проник в эту секту, чтобы выведать проект машины, надеясь открыть секрет этого волшебного энергического устройства миру. Но ему это не удалось, и вскоре он умер. И пока один придумывал секту, то другой, а именно румынский инженер Николае Василеску Карпен, изобрел батарею. Ныне расположенная в Национальном техническом музее Румынии, эта батарея по-прежнему работает. Хотя ученые до сих пор не сошлись во мнении, как и почему она вообще продолжает работать. Батарея в устройстве остается той же 1-вольтной батарейкой, которую Карпен установил в 50-х годах 20 века. Недавно обнаружили, что батарея работает и по-прежнему выдает стабильное напряжение спустя почти 70 лет. Успешно защитив докторскую ступень на тему магнитных эффектов в движущихся телах в 1904 году, Карпен наверняка мог создать что-то из ряда вон выходящее. К 1909 году он занялся исследованием высокочастотных токов и передачей телефонных сигналов на большие расстояния. Однако современные ученые до сих пор не пришли к единым выводам о принципах работы его странной батареи. Было выдвинуто множество догадок, от преобразования тепловой энергии в механическую в процессе цикла, термодинамический принцип которого мы пока не обнаружили. Математический аппарат его изобретения кажется невероятно сложным, потенциально включая понятия вроде термосифонного эффекта и температурных уравнений скалярного поля. Многие фанаты вечных двигателей ссылаются на Николу Тесла и на его статьи, но Тесла никогда не заявлял о возможности создания вечного двигателя. Тесла только рассматривал возможность эффективного использования тепла, перемещаемого из одного места в другое, и из теплого региона в холодный. Тесла даже не заикался о возможности нарушить законы термодинамики. Он только хотел использовать его эффективнее. Кстати, существуют так называемые сопла и насадки Николая Шестеренко для решения задачи Николы Тесла – извлекать энергию из среды. В завершение к сказанному следует добавить, что астрономами подсчитано и теоретически доказано существование энергии в вакууме Вселенной. По их расчетам, только 2-3% этой энергии израсходовано на создание видимого мира, галактик, звезд и планет, а остальная энергия находится в физическом вакууме. Наверное, можно еще упомянуть конструкцию невозможного двигателя M-Drive, который создает тягу в замкнутом контуре. Он прошел испытания в лаборатории космического центра имени
Линдона Джонса НАСА. Научная работа с описанием этого двигателя, вроде бы нарушающего закон сохранения импульса, прошла независимую экспертизу и опубликована в авторитетном научном журнале. А опыты на Земле показали действительное наличие тяги. Работающий на непонятном принципе двигатель выдает тягу даже в вакууме, где исключена любая тепловая конвекция. Физики выдвигают разные объяснения работы M-Drive. Некоторые говорят, что в резонаторе M-Drive могут появляться пары фотонов, которые находятся в противофазе друг с другом. Такие пары уносят импульс в сторону, противоположную движению двигателя. И взаимодействие таких фотонов способствует возникновению электромагнитной волны с нулевой поляризацией. Импульс такая волна все же переносит. Есть теория, что тяга M-Drive представляет собой последствие появления квантового вакуума виртуальной плазмы, частиц, появляющихся и исчезающих в замкнутом контуре пространства-времени. Еще в середине прошлого века вполне серьезный ученый Томас Генри Морей неоднократно демонстрировал всем желающим работу прибора, собиравшего лучистую энергию из вакуума и преобразовывавшего ее в электричество. Машина работала несколько дней подряд. Эксперты изучали ее вдоль и поперек, но никто не мог найти источника энергии. Промышленники захотели купить ее. Морей отказался, и единственный рабочий экземпляр был уничтожен. Позднее ученый жаловался, что в него несколько раз стреляли, его семье угрожали, а лаборатории периодически громились. Секрет устройства, собиравшего космическую энергию, в чем бы он ни заключался, изобретатель унес с собой в могилу. И если говорить о получении энергии из, казалось бы, непригодных для этого субстанций, то любители теории заговора часто вспоминают о Стэнли Мейере, попавшем под суд за попытки продать двигатель, работавший на воде. Если верить Мейеру, слабые электрические импульсы особой частоты разлагают воду на водород и кислород, которые потом используются вместо паров бензина, а мощности автомобильного генератора достаточно для продолжения разложения воды. Сколотив на этой разработке кое-какое состояние, Стэнли внезапно умер в ресторане в 1998 году. Знающие люди не сомневаются, что его отравили нефтяные магнаты или правительственные агенты. Справедливости ради стоит отметить, что многие ученые из разных стран мира занимались изучением получения энергии из обычной воды. Так, пакистанский инженер Агха Вакар Ахмад создал специальное устройство, которое методом электролиза расщепляет воду на водород и кислород и может быть установлено на любой двигатель внутреннего сгорания, что, кстати, и было продемонстрировано пакистанским ученым и экспертам из Министерства энергетики. Любой, кто называет свой двигатель вечным, заблуждается. Часто изобретатель вообще не имеет физического образования и даже элементарного представления о принципах работы механических и электрических систем у него нет. Он может показать расчеты и графики, но сам до конца не понимает того, что происходит в его устройстве. И все-таки мы видим, что поиски решения задачи о вечном движении порой приводят изобретателей к границам непознанных законов мироздания. Возможно, именно желание разобраться с проблемой вечного или такого, что стремится к бесконечности движения, позволит нам выйти на совершенно новый уровень технологического развития. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!